С вами Александр и канал Сапожник. В сегодняшнем видео я хочу показать, как делается прошивка таких кроссовочек. Будем проходить их полностью в круговую. Они, в принципе, не отставшие нигде. Просто попросили их сразу, человек хочет их прошить. И мы будем сейчас заниматься прошивкой. Приступаем. Я беру всегда по внутренней стороне, начиная отсюда. Оно меньше заметно. Где начинаешь и где заканчиваешь. Протыкаем. Делаем вот такую петельку. Смотрите. Вот она, петля. И вот этой петлей мы вот подцепили и потянули. Но аккуратно выходит. Так, смотрим. Смотрим, вот вышли. 1, 2, 2,5. Ну, лучше 3 сделать оборота, чтобы было. 1. Один оборот. 2. Все, 3. С головой хватает. 3 оборота. Вот этой нити вам с головой хватит, чтобы полностью прошить. Вот эту часть, лучше обрезать. Я приблизительно беру, чтобы мне хватило длинненькую. Почему лучше обрезать? То что она, чтобы не крутилась, нитка может крутиться. И потом получаются узелки. Если она будет крутиться, она будет вязать узелки. Ну что, приступаем. Идем дальше. Перед тем, как прошивать, наложите какой-то метр. И поотмеряйте где-то 0,8, 1 сантиметр. В принципе, больше не надо. Через каждое равное расстояние поставьте точечку. Благодаря этой точечке вы будете потом просто равномерно идти, чтобы оно и шло одинаково у вас. Не шагал шаг вперед, вверх, в сторону, вниз, опять же уходил. А и шел четко по именно линии, которую вы прочертили. Мне этого уже не нужно, просто у меня уже оно профессионально. А поначалу лучше, конечно, делать. Смотрите. Продели петлю, затянули. Опять же, сделали дырку, вытянули. Сделали петельку, подцепили и потянули. Вот оно. Потянули. Затянули. Смотрите, чтобы вот тут узелков не оставалось. Вот эти узелки должны быть между подошвой и самой обувью. Пробили. Я показываю, тут пока еще видно. Сделали петлю, подцепили и вытянули. Опять же пробиваем, делаем петлю, цепляем и вытягиваем. Вот, опять же проделив петлю и затягиваем. Смотрите, идете, старайтесь на край выходить. Тогда на будет край притягивается самой обуви к подошве. Продели, протянули, вытянули. Продели, пробили, сделали петельку, подцепили и вытянули. Смотрите, мы подходим к закрытой части внутренней. Она всегда самая сложная, потому что в основном все показывают, как прошивать вот эту часть. А вот эту мало кто показывает. Люди-то пока проходят, но вот тут нужно объяснение больше требуется на вот этой части прошивки. Смотрите, чтобы было более удобней, не старайтесь втыкать вот так. А попробуйте немножко наискось пойти. Вот. И вы выходите немножко как бы подверх. Вон он крючочек. И вам легче тогда зацепить его. Вы зацепили и вытянули.
Просто это попроще, чем вы, если вот так идете. Опять же, пробили, цепили, вытянули. Подтянули. Немножко наискось возьмите, и вам гораздо это удобнее будет. Так. Пробиваем. Делаем петельку и вытягиваем. Затягиваем. Снова вот пробиваем. Делаем петелечку. Зацепили, вытянули. Ну, пробили, сделали петельку и вытянули. И так же само на носочку. Вы идете просто по ходу. Ну, носочек вы хотя бы ровно идете. А вот эти части, вот самое сложное, это вот это. Если кто шьет в этом направлении, то вот эта часть самая сложная всегда для прошивки. Вообще, конечно, мой совет, сначала перед тем, как брать и что-то прошивать, то, конечно, лучше взять какие-то старенькую обувь и попробовать на старенькой обуви. Все, проходим, мы уже доходим. Заканчиваем передок прошивать. И выходим на заднюю часть. Задняя часть гораздо легче всегда. Тут сложности не надо. Нету такой тут руку, не надо тянуть туда. Потому что очень многие мучаются с тем, что когда прошивают вперед. В основном начинается, то разрывается нитка, то ее расслаивает на тонкие ниточки. Тогда, ну, соответственно, она начинает разрываться або в петлю стягиваться. Еще раз показываю. Дырочка. Сделали петлю. Вот она. Видно, не видно, не знаю, сейчас попробуем. Подцепили и потянули. И оно подтягивается. Вот. И вы подтягиваете потом. Пробили. Сделали петлю. Подцепили. Я в основном вот цепляю. Вот. Вот. И идем дальше. Не забываем прощупать, чтобы не было вот тут узлов. Узлы часто образуются. Либо бывает завязываются, либо образуются. Посмотрим, чтобы вот этих узелков не было. Потому что они будут потом давить в ногу. Затянули. Главное научиться работать с этим крючком. Вот это самое главное. Научитесь вот этим, потом уже, да, можно уже брать тоненький крючочек и пробовать на штопольной нитке, на самой тонкой. Потому что со штопольной гораздо сложнее, чем с ниткой с толстой. Ну, уже на финишной прямой. Уже доходим до конца. Сейчас я дошиваю и покажу, каким образом заканчивать саму прошивочку. Да, не забудьте всегда при
перед тем, как прошивать, повытягивать стелечки. То, что стельки пришиваются, потом они, ну, не нужно. Да и они мешают, когда пришиваешь. Если они вытягиваются, лучше вытянуть. Все. Теперь мы делаем назад возврат. Раз. Два. На 2-3 стежка можно назад вернуться. Все. Теперь обрезаем ниточку. Берем либо зажигалочку, либо цей. И припалим тут немножко. Проходим, то что бывает, вытягивает. Все. Прошивка сделана. Сами видите, сложности никакой нету. Вот она. И вот она внутри все прошла. Так что, в принципе, пробуйте. Я думаю, у вас все получится. Сегодня мы делали прошивку обуви. Я показал, как делать петельку, каким образом крючком зацеплять. Так что, дорогие друзья, берите, пробуйте, учитесь. Все в ваших руках, сложности, в принципе, я считаю, тут никакой нету. Да, конечно, вот тут вперед немножко сложновато, но ничего. В принципе, кто мучится, то, конечно, все получится. Пробовать можно. И, по крайней мере, если вы сами сможете прошить, вы уже не обращаетесь до мастера и экономите довольно неплохую сумму денег. Всем спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставим лайк. Оставляем комментарии. Подписываемся на канал. С вами был Александр и канал Сапожник. Спасибо за внимание.